Она ждала своего часа на чердаке целых 50 лет. И вот этот час пришел, я взялась за реставрацию старой страшной двери. Всем здравствуйте! В этом видео предлагаю понаблюдать за процессом реставрации старой двери. Поехали! Когда нужно было задуматься о двери в будущий санузел, я вспомнила о том, что на чердаке у меня уже лежит парочка старых дверей. Лежат они, наверное, там всю жизнь с момента постройки дома. И я решила посмотреть, может быть, одна из них мне подойдет. Тем более, зачем покупать новое, если уже есть то, что есть. Это как раз вписывается и в концепцию ответственного потребления, и в концепцию дачи в стиле русской усадьбы. На протяжении всего процесса, начиная с того, как я спускала дверь со второго этажа с чердака, муж крутил пальцем у виска. Сначала он говорил, зачем тебе это все надо, проще купить новую дверь. Да, проще, но не экологичнее. Экологичнее отреставрировать старую, потому как ответственное потребление нам говорит о том, что зачем покупать новое, если есть что-то старое, если есть то, что можно использовать повторно. Потом он говорил, что двери мы не увидим 3 года или 5 лет, когда мне пришлось заморозить мой проект. Когда я шлифовала дверь, он искренне не понимал, почему я трачу на это время, столько времени, когда можно сделать что-то полезное. А уж когда я стала покрывать дверь грунтовкой и маслом, муж сказал, что стоило ли ради этого столько ее шлифовать, надо было просто покрасить белой краской. Эх, если бы я собиралась красить ее просто белой краской, я бы ее столько не шлифовала. Ну и результат ему, по-моему, до сих пор не нравится. Но это уже его проблема. Эта дверь стала для меня, так сказать, тренировочной. На ней я пробую вообще процесс реставрации, так как раньше этим никогда не занималась. А также пробую масло, которое я хочу применять в дальнейшем в реставрации своего дачного дома. Ну и что я теряю, если дверь мне не понравится, если я что-то испорчу, я просто покрашу ее белой краской, и будет все окей. После снятия краски выяснилось, что дверь не целиком из массива дерева, как я предполагала изначально, а частично стоит из фанеры. Это, конечно, расстроило, но что делать? Раз уж взялась за дверь, надо ее продолжать делать. А также выяснилось, что дверь сама находится в достаточно плохом состоянии, что прибавило работы в дальнейшем. Да и, собственно, у меня не было цели сделать из нее новую дверь, тем более, что стиль русской усадьбы, в котором я собираюсь ремонтировать дачу, позволяет, даже предполагает, использовать не новые вещи. Как-то я на ютубе увидела, что девушка обрабатывает деревянные поверхности с помощью масла. Мне очень понравился эффект, потому как и цвет придавался деревянной поверхности, и была видна структура дерева. И я была не я, если бы я не полезла в интернет смотреть, что это за масло и что это такое вообще. Отсюда я увидела, что много масел бывает разных. Да, представьте, раньше я не знала, что древесину можно обработать маслом. И я стала выбирать, потому как процесс мне понравился эффект, стала выбирать себе масло. Мое внимание привлекло масло Rubio, потому как оно наносится в один слой, вступает в реакцию с верхним слоем древесины и таким образом ее защищает. Наносится в один слой, то есть не надо повторять нанесение масла, и процесс таким образом идет быстрее. Я решила попробовать это масло, как оно будет вести себя. Да, возможно, если сравнивать цену с другими маслами, масло Rubio дороже. Но расход у него 1 литр на 50-70 квадратных метров. И забегая вперед, скажу, что обрабатывая им дверь, покрываем дверь, расход такой подтвердился. То есть это все чистая правда. Реставрацию я начала с того, что стала снимать все те слои краски, которые были на этой двери. И коричневая какая-то, и бежевая, и белая. В общем, дверь была покрашена не один раз и разными красками. Снимаю я краску с помощью строительного фена. Такой способ мне наиболее близок. Он, мне кажется, наиболее простым. Я пробовала разные способы. И с помощью строительного фена краска снимается достаточно легко. Она пузырится, нагревается, а затем легко снимается шпателем. Ну и в труднодоступных местах пользовалась я ощеткой.
Так что такой способ снятия краски, наверное, самый оптимальный. Вообще процесс подготовки – это самый неинтересный, самый нудный и самый длительный процесс. На этом этапе я сейчас пытаюсь заклеить самые основные трещины. Клеем столярным ПВА, склеиваю, стягиваю струбцинами и жду, когда все высохнет. На следующем этапе ремонта двери я пытаюсь забить кувалдой все, что есть выпирающие, какие-то штыри, какие-то остатки, обломки древесины. Как я уже говорила, дверь досталась мне не в самом лучшем состоянии. И, в общем, то, что можно забить внутрь, я пытаюсь забить внутрь. То, что у меня не получится забить, то просто спилю. А дальше начинается долгий и нудный этап шлифовки. Первый раз я шлифую шлифовальным кругом зерном 60. Не знаю, правильно или нет, но выбрала такую грубую, для того, чтобы снять остатки краски, выровнять немножко древесину, и уже после этого этапа заметно преображение. То есть уже дверь становится намного красивее и выглядит намного лучше, чем до шлифовки, до грубой этой шлифовки. Следующий этап реставрации двери – это шпатлевка всех выбоин, щелей, неровностей, чтобы сделать дверь хоть капельку ровнее. В качестве шпатлевки использую я опилки, оставшиеся от шлифования той самой двери, смешанные с клеем ПВА, который является клеем столяр. Это нужно для того, что масло, которое я буду использовать, оно должно прореагировать с верхним слоем древесины. На обычную шпатлевку по дереву оно точно не ляжет. Здесь не знаю, ляжет или не ляжет, но есть все-таки шанс, что ляжет. Другие масла, когда используют блогеры другие масла для дерева, они также используют такого вида шпатлевку. Потому как на такую шпатлевку ложится масло, на другую, на обычную шпатлевку по дереву не ложится. Ну, ляжет или не ляжет, узнаем в процессе. Реставрация данной двери стала длительным процессом, который я начала еще прошлой осенью. Но потом были перебои с электричеством, поэтому пришлось этот процесс заморозить. А пока решали проблемы с электричеством, появились другие дела. Потом уже возводили перегородку из гипсокартона, об этом я показывала в другом видео. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании видео. Ну и дверь моя стояла в углу и ждала лучшего часа, своего часа. Порой мне даже казалось, что, может быть, муж прав, что дверь я буду это делать 3 года, но, тем не менее, руки до нее все-таки дошли. И вот я снова занималась реставрацией этой двери. После того, как шпатлевка высохла, опять шлифовка, шлифовка, еще раз шлифовка.
В этот раз я шлифую сначала зерном 100, потом 240. Можно было, конечно, остановиться на более грубом зерне, чем 240, но у меня не было таких шлифовальных кругов в наличии, поэтому взяла то, что было. И надо сказать, с каждым разом дверь все хорошела. И после шлифовки 240 зерном она стала просто идеально гладкой и отшлифованной, и она мне даже уже нравилась без покрытия. Перед нанесением покрытия обеспыливаю дверь с помощью влажной тряпочки. Наношу специальную грунтовку от Rubio. Грунтовка нужна здесь в данном случае мне для усиления цвета, так как я хочу, чтобы дверь была белее, чем может дать масло. По крайней мере, то, что я видела на картинке, когда выбирала цвет. Грунтовка специальная, после нее также масло вступит в реакцию с древесиной, как говорили, поэтому наношу ее, как я уже говорила, только в качестве усилителя цвета. Грунтовка это на водной основе, ничем не пахнет. Единственное, которую я совершила ошибку, я взяла поролоновый валик, она пузырится при нанесении поролоновым валиком. В следующий раз буду пробовать нанесение другим валиком. Ну что ж, на ошибках учатся. Грунтовку нанесла я в 2 слоя, потому как одного мне показалось мало для цвета. Не знаю, можно так или нельзя делать, в инструкции ничего не написано, но я решила рискнуть. И последний этап реставрации двери — это, собственно, нанесение масла. Масло я выбрала Rubio, как я уже говорила. Выбрала потому, что, во-первых, оно наносится в один слой. Не имеет смысла наносить второй слой, так как оно не впитывается, оно вступает в реакцию в древесины, образуя таким образом защитный состав дерева от стирания, от гниения, от воздействия влаги и так далее. Дальше. Это масло в своем составе содержит только натуральные масла, воски и модифицированные масла и воски. Кстати, что подтверждается запахом, пахнет оно олифой. Натуральная олифа имеет в своем составе льняное масло, и масло Rubio также имеет в своем составе льняное масло, сделано на основе льняного масла. То есть запах подтверждает, что масло натуральное. Не имеет никаких органических растворителей в своем составе, аммиака, тяжелых металлов, цинка, вообще всей таблицы Менделеева, которая обычно бывает в лакокрасочных изделиях. Данное масло имеет сертификат на покрытие деревянных изделий для пищевой промышленности, а также детских игрушек, что подтверждает его экологичность. И после нанесения масла, после того, как оно вступило в реакцию, на ощупь древесина не кажется чем-то покрытой, как в случае покрытия лаком. Она остается на ощупь чистой древесиной. Для более быстрой реакции, для более быстрого высыхания масла рекомендуется использовать отвердитель. Также отвердитель обязательно при применении на горизонтальных поверхностях, таких как пол, столешница, чтобы сделать покрытие более прочным, защитить от истирания. Я решила применить и отвердитель для двери, так как высыхает она в 3 раза быстрее. Полностью она будет готова к эксплуатации через неделю. В случае, если использовать без отвердителя просто масло, 3 недели. Отвердитель, кстати, ничем не пахнет.
Масло наносится безворсовой тканью, можно наносить вручную тряпочкой, можно наносить с помощью полировального круга для шлифмашинки. Я выбрала первый раз способ нанесения вручную. И тут же хочу сказать, что надевайте перчатки, если будете наносить масло вручную. Пигмент достаточно тяжело вымывается с рук. После нанесения у меня были все руки белые. Через 7-10 минут после нанесения масла сухой тряпочкой пройтись нужно по всей поверхности, обработанной маслом, и стереть остатки масла, которое не вступило в реакцию. Так оно уже не вступит в реакцию, не впитается, ничего с ним не будет, его излишки нужно просто удалить тряпочкой. И внимание, те тряпочки, те пады, которыми вы наносили масло, их необходимо замочить, постирать, но ни в коем случае не оставлять такие пропитанные маслом, потому как это пожароопасно, они могут самовозгораться. Поэтому будьте внимательны, обязательно простерните тряпочки, либо если вы хотите их утилизировать, намочите и только потом утилизируйте. Сразу выносите их в контейнер, не оставляйте у себя дома. Вся идея реставрации заключалась в том, что мне нужно было, чтобы дверь была белой, и в то же время, чтобы на ней была видна структура древесины. И с помощью этого способа у меня все это как раз и получилось. В итоге дверь получилась именно такой, какой я хотела. Она достаточно для меня белая, но и в то же время вся структура древесины видна. Да, конечно, она не идеальная. Да, конечно, на этой двери есть ошибки моей шлифовки, грунтовки, шпатлевки. Можно было попробовать заморочиться и исправить это. Я знаю, что есть способы, но пока есть так. Пусть эта дверь тренировочная, пусть это мой первый опыт, и для первого опыта мне эти огрехи простительны. В любом случае, дверь стала лучше, чем была, в любом случае она мне нравится, и на следующий раз я думаю, что получится у меня еще раз лучше. А на этом я с вами прощаюсь. Если понравилось это видео, ставьте лайк, или оно было вам полезно. А я прощаюсь с вами до встречи в комментариях и в следующих видео. Всем счастливо!